Ольга, подскажите, чем можно помочь моей маме? Артериальное давление очень высокое, пульс при этом 32 удара, максимум 40. Спасибо. Артериальное давление необходимо снижать. Это особенность такая. Чем выше давление, тем больше возможностей появления инсульта. И обычно это формируется таким образом, когда у женщины, ну вот как это вообще все устроено, когда начинают тромбироваться, допустим, мелкие сосуды или происходит спазм мелких сосудов по всему организму. Знаете, среди людей есть такое понимание: холодные руки, холодные ноги. То есть там, когда человек испугался, у него адреналин выделился, и это все привело к спазмированию сосудов. Именно поэтому препараты от артериального давления, они отчасти являются еще и адреноблокаторами. То есть адреналин выделился, и после этого произошло сжатие этих сосудов. Объем сердца при этом увеличился. А там ишемическое заболевание сердца, или по-другому сердечная недостаточность. И сердце не может правильно сжиматься. Почему не может? И почему падает при этом пульс? Пульс падает, потому что сердце не способно быстро сокращаться, потому что, видимо, терапия лечения данного заболевания выбрана неправильно. Чем же я посоветую это все изменять? Итак, увеличить употребление кальция. Кальций увеличивает сокращение сердца, так как является метаболитом сердечного сокращения, и увеличение кальция приведет к тому, что сердце будет более быстро сокращаться. Кальций увеличить совместно с витамином D. Допустим, пусть применяет там 1 или 2 таблетки кальция на протяжении дня, это улучшит сокращение сердца. Далее, второе, валидол. Четверть таблетки валидола, делать глубокие вдохи с валидолом и глубокие выдохи через 1, 2, 5 минут, желательно на открытом воздухе. Гулять на улице, это тоже очень важно. Для того, чтобы сразу же снизить давление, необходимо похлопать себя по шейному отделу, отодвинуть ухо можно и похлопать вот так по шейному отделу с одной стороны и с другой стороны. Если у вас высокое давление, вот такие похлопывания с одной стороны и с другой стороны могут снизить давление, и это происходит онлайн. То есть измеряете давление, если оно высокое, похлопываете, через 2 минуты измеряете, оно уже невысокое. Так как здесь находятся нервные окончания, которые как раз и снижают давление, или любая вибрация, и воздействующая на данные нервные окончания, они снижают, дает импульс для снижения общего артериального давления. Второе, очень советую применять препарат, называется триплексам, в дозировке 5, 10 и, допустим, 5. Это самая маленькая дозировка, там 1 таблетка 1 раз в день. Забыл сказать, после валидола через 30 минут четверть таблетки нитроглицерина пусть выпивает. Нитроглицерин, в нем находится азот, это все стимулирует сокращение сердца. Итак, триплексам, валидол, нитроглицерин. Из моих препаратов рекомендую тонизон, чай тонизон, 1 столовая ложка на стакан воды. Очень хороший есть китайский метод снижения давления. Используется он так: под икры ног кладется валик, вот бумажный можно положить, только 2, если под одну ногу и под вторую. Человек лежит, под икрами его ног лежат вот такие валики, он приподнимает немного над валиком ногу и свободно ее опускает, чтобы по икре ударить. Вот таким образом опускание и вот такие падания икрой об такой рулончик могут снизить давление. Это один из способов. Он действительно очень хороший. Народные способы — это использование травы пустырник, настойки пиона. Трава пустырник 1 столовая ложка на стакан воды, пьется 2-3 раза в день. Настойка пиона 1 чайная ложка на стакан воды, пьется 2 раза в день.